Любителям изюма привет, а остальным курага. Ладно, девушка на час. Лайк, подписка, комментарий. Поехали. Главного героя вот так вот сразу зовут Кадзуя Киношита, и у него даже, представляете, есть девушка. Ладно, извините, была. Буквально вчера маме бросила горемычным ради какого-то иного хмыря. Обидно, досадно и очень неприятно. Теперь придется хныкать, гундеть и жаловаться себе на собственную никчемность. Благо, несчастье продлилось недолго. В телефоне, представляете, завалялась таргетированная реклама приложения, позволяющего скрасить одинокие будни банальным вызовом спутницы для успешных посиделок в кафе и прочих увеселительных общественных общедоступных активностей. И кто бы мог подумать, вопреки ожиданиям, на свидание пришла настоящая красавица, умница, трудяга, работяга, гордость партии и просто хорошая женщина. И Чиноса Чизуру. Ну а дальше все прямо по методичке из заказа. В кафе посидели, встречу оплатили, в океанариум сходили, на рыбок посмотрели, удивились обширности знаний и понимания ГГ в области водоплавательной фауны, пообещались встретиться еще раз. Но, понимаете ли, еще раз может не случиться, бюджет-то не резиновый. А отец обещал денег больше не давать, не высылать, учебу, университет, количество финансов строго ограничено. Ну что вы думали, там среди отзывов на свиданку однотипные пасты, и среди них ни одной нормальной. Все банальные, клишированные про романтику и прочие платонические отношения. Одним словом, злость, потому что как вообще она могла, эта заказная девушка, тупо играть роль, а не жить по-настоящему? Да что она себе позволяет? Все, решено. Минус годовой бюджет и только ради самоутверждения на фоне бедной девушки. Выходит, второе свидание. Шиз, видите, сам не свой, кринжует, агрится по всякому поводу. Отвратительно, непростительно, непозволительно. И Чиноса крайне недовольна подобным поведением спутника. Кто ее спрашивает, дал право выходить из образа, за который платят, не знаю. Но, впрочем, горемычному плевать, он просто обиделся и точка. Ладно, вру, запятая. У ГГ зазвонил телефон. Беда, бабку упекли в больницу с головной болью. Выходит, нужно скорее ехать к пенсии. Проведать. И как-то чудесно вышло, что горемычная увязалась за компанию. А там и всеобщее представление родне в качестве девушки и сбор всех остальных старух с соседних палат. Для знакомства с избранницей внука. Жаль, молодожены куда-то запропастились. Не жаль, кринж в соседней палате не случился. Не помог, беглецов нашли, познакомили. А главное, это беда и причина побега в том, что старость по линии ГГшка лежит прямо здесь же, в этой больнице. Собственно, вот и она. Хайпажорки рады, на закате лет станут родственницами. Почетно, приятно, поздравим. Хотя, для голубков, конечно, приятного мало, но ничего не поделаешь. Придется сообщить, что ребятки расстались. А то как-то некультурно получается. Потому что Киношита хотел, чтобы до скисания бабуля увидела, как он женится и нарожает правнуков. А потом, глядишь, и семейный бизнес унаследует, и дела в гору пойдут, и все наладится, образумится. Да, речи лиричные, драматичные, кринжовые. На том можно и попрощаться. Но вот так незадача. Представляете, на следующий день на университетской террасе, предположительно рано утром, повстречавшись с друзьями, напротив Кадзуи образовалась пятиглазая, заплетенными волосами. Ну точно, 100% та самая Чизуру, одним словом, клиффхенгер. Другим словом, никому, еще раз повторюсь, никому и никогда нельзя говорить о том, что горемыш не знакомы. Ведь ГГшка так сказала. Она, ну понимаете, держит работу в тайне, избегает встреч вблизи университета. Но кто бы мог подумать, так неудачно сложилось, что они еще и живут по соседству. Не повезло. И, как говорится, беда не приходит одна. Тут еще и бабушка звонит, говорит, мол, прибудь с минуты на минуту, чтобы провести время вместе с внучками. Значит, нужно комнату почистить, дела отложить и направляться прямиком к соседке, молить о помощи еще хотя бы на час или даже меньше, половину. К сожалению, Чиноса вынуждена выдать категорический отказ, потому что, во-первых, по условиям пользовательского соглашения никаких принуждений к повторным встречам, тем более с родственниками, быть не должно. А во-вторых, горемычной нужно закончить доклад, чтобы успеть сдать работу в срок. А могла бы сэкономить время, просто грамотно распределив ресурсы и воспользовавшись услугами Work5. Но если вы не знали, это такой чудесный сайт, где можно заказать студенческую работу, чтобы у вас осталось больше свободного времени на жизненные активности по типу работы, хобби, встреч с друзьями, подругами, естественно, бабушками, дедушками, другими родственниками. Work5 функционирует уже 16 лет и за это время стало одним из лидеров рынка. И все потому, что специалисты усердные, кропотливые, опыт, багаж имеются. Потому и типовые и более точные индивидуальные задания выполняются четко, грамотно, уверенно. Перед получением готовых материалов работа проходит 3 этапа проверки, среди которых и оценка уникальности текста, и независимая экспертиза, и контроль качества соответствующим персоналом. Ну и заказать можно все, что вас интересует, от простенького реферата до курсовой или даже диплома. Тема, сложность любые. Всего более 30 видов работ, значит точно удастся найти то, что нужно. А по промокоду SELEN20 вы получите в целую 1/5 от стоимости услуг, ну или же 20%. Но не забывайте сами материал изучать, учить, готовить, выучивать, потому что презентацию и защиту у преподавателя никто не отменял. Да. Тем временем пенсия уже на месте, в режиме ожидания. Выходит, нужно опять и снова молить о помощи, очевидно, очередной отказ. Третьей попытки не будет, придется собраться с силами и во всем признаться. Правда, бабуля уже и так все поняла, никчемного бедолагу бросили из-за его неряшливости, а признаться он очевидно боится. То и корчится в сомнениях, и все это, видите ли, с балкона послушала Чизуру. Поэтому вдруг ни с того ни с сего образовалась на пороге вместе с кастрюлей хрющевой и натянутой улыбкой. Слезы, сопли, слюни, старуха рада, словами не передать. Оно и ясно, хайповая, просто знает, что во всем мире никому кроме ГГшки бесперспективный внук не нужен. Приятно слышать, спасибо, пожалуйста, увидимся в среду. Баба Бубубушка будет ждать. А чтобы все было гладко и без инфаркта, горемычная даже готова так и быть каждую неделю буквально на час притворяться девушкой Шиза. Но все только исключительно ради спокойного здоровья преклонного возраста. Уважаю.
уважаемо. К несчастью, на обратном пути после визита ребятки чисто случайно наткнулись на бестактных друзей. А это значит только одно: внеплановый поход в бар и застолье не миновать. И да, беда среди компании оказалась еще и маме, которая, кто бы мог подумать, вот так ни с того ни с сего взяла и начала рассказывать и чиносы, всякие грубости, гадости, непристойности про их закончившиеся с ГГ отношения. Одним словом, гниль. Благо Горемычная подобного хамства терпеть не собирается. Оскорблять мужа не позволит, а еще раз он сам за себя постоять не может, лучше ей тупо уйти. Обидно, досадно, ладно. Зато можно пройтись до дома за компанию с бывшей, чье именно жилье не уточняется, но место спавна твари как раз где-то рядом недалеко. Ладно, если честно, к ней нельзя. Вот тут только что пришла СМС от брата, который привел на гулянку товарищей. Но тут Таказу и смекнул: можно к нему. Но извините, кринж, пульс подскочил, кровь из носа пошла. Оправдание одно: перепил колы с сахаром. Еще был кринж, оправдание, признание, самокопание, прощание, до свидания. Около жилища так совпало, Горемычные опять и снова встретились. И чиноса даже подбодрила молодого, мол, не надо печалиться, плати деньги за свидание, и театр будет работать. Все отлично, прекрасно. Но раз та предыдущая старая молодая так важна, то проще лучше с ней обратно сойтись. Ладно. Значит, нужен пляжный эпизод, на который по несчастливой случайности из будничной рутины Чизуру вырваться не смогла. Токи нашито и поехал сам, зато со всей той же компанией друзей. Среди он их и маме затесалась строить хитроумные планы, козни, подставы древнеримского уровня и иного рода гниль. Проще говоря, хочет рассорить молодоженов. Завидует. И так странно, удивительно совпало, что сама Гаешка все-таки тоже прибыла на пляж. Правда, в компании своих одногруппниц, благо в университетском образе ее никто не узнал, не идентифицировал. И то к лучшему. Да что там, конечно, никакого лучшего не будет. Вон герои чудным образом встретились побеседовать в уборной кабинке, а там и маме мимо проходила, и наряд пришлось сменить. Очередная ложь, обман, тяга до неправдивой жизни. К тому же пришлось на ходу выдумывать историю о том, кто, как, куда и почему так получилось, что Гаешка, оказывается, живет где-то неподалеку, но достопримечательности почему-то не да, потому что богатая, богатейная семейная не знает, но разные слои общества чудотворно сошлись, одним словом, кринж. И вагон очередных бессмысленных сюжетных нагромождений во славу поддержания легенды и во имя здравия пенсионерки. Беседы душной, Кадзо не выдержал, сбежал купаться. А там, вы представляете, еще раз вновь маме, что-то у нее не так, и да как-то так вышло, что она ну чисто случайно поцеловала героя. Темпоритмы, высосанные из пальца сюжетные обороты, повороты, нагнетание истории, простите, кринж. Там еще был флешбэк о том, как бедолаги познакомились, повстречались, расстались, но все это с радостью скипнул. Потому что куда важнее происходящее прямо здесь и сейчас. Вон ребятки играют, веселятся, а там еще и бабуля звонит, сообщает о скорой выписке. Коротко говоря, дела идут в гору. Не благо только что недавний поцелуй обстановку нагнетает, душно, недушевно, и тут вдруг, представляете, ГГ вскочил с места и вот так прямо говорит, что ни в какие гости к Чизуру ребятки не смогут пойти, потому что вообще-то Горемычные планировали расстаться. Все в шоке, я в шоке, друг молодого так вообще в тотальном непонимании произошедшего. Ну и значит, чисто по-товарищески нужно вправить мозг на место, а то сидит тут умник, распыляется на какую-то там кокетку бывшую, когда рядом сидит красавица нынешняя. Одним словом, тварь. Ну да ладно, все обошлось, шизов расняли, все в разные стороны разошлись, и чиноса так вообще ушла. Благо Киба ГГшку догнал, остановил, попросил еще несколько раз подумать, потому что будет крайне обидно, если расставание произойдет на вот такой беспочвенной почве. Ведь Казу еще какой почвенный, почитаемый, халящий, лелеющий. Даже никчемный росток в младшей школе не бросил, и того лучше залутал медали, награды и похвалы за усердно выращенный редчайший цветок. Но случайность, как говорится, не случайны. Поэтому пара билетов на круизный лайнер и пожелание удачи, удачи. На корабле, что бы вы думали, молодой фатально не здоровится, но это дело временное, нужно всего-то отдохнуть. А насчет всего произошедшего, ГГ поступил верно. И затягивать с ложью нельзя, а пока легенда не особо обширная, в расход по разным сторонам вполне себе поверят. Ладно, на том все, нужно посидеть. А Киношита тем временем как раз ответит на телефонный звонок от маме, которая опять счастливый брак хочет разрушить, какие-то обольстительные уговоры на приход в бассейн закручивает, о чем-то чувственном рассказывает, одним словом, гниль. И вот тут, представляете, внезапно негаданно Горемычная свалилась за борт, значит, нужно все срочно бросать и прямо прыгать за ней. Почетно, уважаемо, молодец. Правда, спасение утопающих дело непростое. По итогу спасать искусственным дыханием пришлось самого Кадзу, зато все обошлось, ребятки живы, целы, здоровы. Правда, Горемычная вся искраснелась от мысли, что прямо за ней на спасение вот так без раздумий прыгнули в воду. А там и Горемычный тоже все, влюбился, мысли мешаются, путаются, как быть неясно, какие могут быть взаимоотношения, непонятно. Зато Киба опять и снова все знает наверняка, никакие расставания оформлять нельзя, категорически, дурь из головы нужно выбросить. А если не получится умом, то друг, как говорится, всегда поможет силой. Одним словом, молодец. Между тем, семейный отдых с поездкой на горячие источники. То, что родственнички собрались все, и еще носу тоже здесь, никто, конечно, не сообщил, но ничего не поделаешь, придется очередную духоту от пенсионерок выслушать, и ничего, в конце концов, железобетонным аргументам не противопоставить. Ну, была, правда, одна попытка со стороны Чизуру, но успехом ничего не увенчалось, потому что как можно расстраивать уже почти родную бабулю в день, когда ее покинул откиснувший дед? Правильно, никак. Тогда нужно использовать любезно предоставленные возможности отдохнуть как полагается. Горемычная даже, представляете, умеет искренне смеяться. А что до раздельного сна, так она даже не против, чтобы матрас ГГ лежал рядом. Ну, лежит, и пусть лежит, ничего не мешает, и ладно. Вру! Личное пространство никто не отменял, поэтому сдвиг на пару сантиметров ближе приведет к неминуемому удару по всем жизненно важным органам. Куда пить ГГшка знает, спортом занималась, постоять за себя сможет. Хорошо, значит, наконец пора спать. Правда, молодому все не имелось, вот эти мысли про любовь, понимание и прочие трудности
в голову лезут. А ну, представляете, подумал, что соседка спит, он вот так взял и тупо спросил, можно ли продолжить нанимать Ичиносе. Но она-то, кто мог подумать, не спала. Ха! Ладно, можно, но злоупотреблять не нужно, потому что здоровье бабок на первом месте. И чем раньше сообщить, тем да, лучше вот это все, вы уже и так знаете, потому скип. Куда важнее, что у пятиглазого Сюна тоже появилась девушка. И понимаете, это отличный повод сходить в спорткомплекс на парное свидание. Девушку зовут Рука. И вот пока они там вместе лазали, карабкались по стенам, Шизичка каким-то чудным, непонятным образом поняла, что Чизуру девушка на час. Все удивлены, что делать не ясно, проще говоря, беда. Но так и быть, ленточная поверит во всю серьезность происходящего. Если бедолаги поцелуются прямо здесь и сейчас. Если что, все построено, доподлинно неизвестно, видно ничего не было, ложь не оправдана, остается только оперативно сворачивать беседы и расходиться по домам. Обидно. Досада, но для пущей уверенности нужно проследить за догадливой, чтобы понять, кто, куда, откуда, как и как она вообще все поняла. И чтобы вы думали, не успел ГГ повернуть за угол, как его уже встречают с нераспростертыми и совсем не объятиями. Очевидно, подобный мув равен тотальному поражению и признанию действительности поддельности театральных отношений. Помянем. Но, как говорится, проигранное поражение еще не побежденный бой. Ну или нет, да, в общем, вы поняли. Попытки пытки нужно еще раз постараться уговорить, умолять, выпросить обещание никому о тайне не рассказывать. И вот Рука стоит, не укупает. Как может такое быть, чтобы какой-то шиз, обратившийся в гнилую контору, был нормальным, адекватным, добрым человеком? А потом еще и случайный полет случился, и ГГ тут же бросился ловить оступившуюся, и вот это да, детективная история. Оказывается, банально некуда. Дама просто тоже трудится девушкой на час. Значит, нужно экстренное, внеплановое, внеочередное собрание для решения внезапно образовавшейся проблемы. Решения нет, спасибо за визит, а зато информацией обменялись. Аккаунт Руки нашли, до свидания. А далее в планах встреча с Сюном, но кто мог подумать, что вместо пятиглазого завалится его фальшивая жена. Еще и в приподнятом непонятном настроении, но оно и ясно. Пульс 90. Шизичка, проще говоря, влюбилась. Вот так прямо, по-настоящему. Даже наплевав на контрактные обязательства, прямо при парнях тайну липовых отношений глазастого раскрыла. Значит, апатия, непонимание, обиды, печали, горести, грусти, беда. Очевидно, Чизуру тоже понятия не имеет, как в такой патовой ситуации лучше поступить. Так мало того, кринжовница еще и прямо на порог заявилась, разговор прервала, прямо вот искренне признается в чувствах, требует встреч, любви, понимания и заботы. Потому что если ГГ так обходительно в поддельных отношениях, то когда дело дойдет до настоящих, все будет еще в сотню раз лучше. Нет, не будет, потому что даже речи о таком быть не может. Горемычному совестно вот так взять и предать чувства друга. Одним словом, святой. Кто-то в него и влюбляются все подряд, но один выход все-таки есть. Через окно по веткам оперативно покинуть квартиру и отправиться выдавать всю правду Сюну, чтобы вместе хранить общие тайны. И этим быть друг перед другом в долгу. Идея, конечно, отличная и, возможно, даже рабочая, но и перегонки с Рукой никто не отменял. Чувства за минуту не исчезли, а наоборот усилились. И вот все очень грустно, досадно, нерадостно, слезы, сопли, слюни, ленточная готова даже побыть бета-версией жены. Конечно, тотальный кринж. Но что там говорить, Ичиноса внезапно от предыдущих слов отказывается и уже ничего плохого в подобном раскладе не видит. Ведь, во-первых, все искренне, действительно, не поддельно. А во-вторых, про бабок уже все забыли, куда важнее, чтобы никто о странных подработках не узнал. Ну, хоть точно помянем. Тем временем пробный период все никак не закончится, а это ежедневные, еженедельные встречи, прогулки, сообщения. А между прочим, уже наступила зима. А это значит Рождество. С рукой Кадзу... С рукой... С рукой Кадзу видеться не хочет. Все праздничные дни в графике Чизуру уже отменены бронью. Значит, будет традиционное одиночество. Ладно, вру. А вон пока Горемычный гулял по магазинам, чисто случайно прямо неподалеку оказалась Ичиноса с каким-то хмырем, который, наверное, ее парень, но может и нет. Но если да, то все плохо, потому что гнилые разговоры по телефону без внимания оставлять никак нельзя. И что вы думали? Оказывается, модник просто рекомендовал подругу режиссеру, и ребятки просто учатся в одной театральной школе. А гуляли ради обсуждения репетиций, самих репетиций. Кто бы мог подумать, Горемычный просто нужен был мужской совет в выборе чехла для разбитого телефона ГГ. Ну тогда на корабле, помните? Не помните? Нет? Ладно, забудьте. За подарок спасибо. Сопли, слезы, слюни. Я скипну, прямо как весь праздничный эпизод. Не благодарите. Из нового. Молодой нашел подработку, повлияет ли это на сюжет? Конечно нет. Ведь куда важнее очередной кринж, встречи в любовном отеле, смс-ки уведомления, новогодние посиделки с родней, и кто мог подумать, на званый ужин пришлепала незваная рука. Еще вот так сразу вместо лжи и фальши заявляет, что никакая она никому не подруга, самая настоящая девушка Горемычного. Одними двумя словами, фатальное поражение. Без серьезного душного разговора не обойтись. Но если вкратце, бабуля даже верит в рассказы внука о патологическом синдроме лгуньи. Потому что такого, чтобы в неудачника влюбились сразу две особы, ну никак быть не может. А что до самих девушек, уступать никто не планирует. Правды не будет, зато кринжа найдется предостаточно. Но понимаете, появился новый порочный круг неправды, потому что Рука тоже не смогла ни в чем признаться доброй, позитивной, душевной бабуле. О, простите, мянем, что еще сказать. Ладно, про подработку помните? Так вот, ленточная тоже устроилась на то же место. Но на сюжет это пока все равно никак не повлияет. Потому что на данный момент задача стоит совсем другая. У друзей беда, проблема, пятиглазый
на связь не выходит, грустит, депрессует, фатальный тильт. Значит, нужно помочь товарищу, раз ГГ сам во всем случившемся и виноват. Первая зарплата как раз пойдет в дело, а Чизеру пойдет на проплаченное свидание с Сюдом. Там, вы знаете, все по классике, аттракционы, скетчи, гэги, шутки, кринж и прочие прибаутки от союза юмористов. А в конце дня так вообще, представляете, нарисовался сам Кадзуя. Все произошедшее объяснил, по полочкам разложил. Ну и хорошо то, что хорошо кончается. Друзья вместе посмеялись, сошлись на том, что оба бесперспективные никчемные бестолочи. Насчет совместного обеда в баре по традиционному заказу Геродота не знаю, история умалчивает. Из важного, поход вовсе не был жестом доброй воли, и теперь Киношита в оплатном долгу. Требуется тренировки ради сходить на свидание с начинающей девушкой на час и по совместительству подругой Ищеносы. Ну, ладно. Зовут нерадивую работницу с отсутствием коммуникативных навыков Суми, и вот все бы ничего, но новообразовавшуюся парочку чисто случайно приметила, встретила маме. Ну ладно, так и быть, бывшая готова держать многоженство в секрете. Спасибо, пожалуйста, за проведенный усилительный день, отдельные благодарности. Бедняга даже стала немного смелее. Почетно. Между тем, правда, беда, несчастье, проблема. В порыве зависти шизичка тупо загуглила имя, чтобы найти в соцсетях медь, а нашла-то, понимаете, золото. Целый сайт с этими самыми девушками на час, но об этом позже. А пока еще одна встреча на балконе, Горемычная, что вы знали, собирается уйти с текущего места работы, потому что на актерском поприще все, кажется, складывается, режиссер предложил роль, и максимум сил нужно вложить в главную важную цель, мечту жизни. Так что так, но до глобальных переходов в индустрию далеко. И пока не близко, ГГшка продолжит трудиться на благо маргиналов. Утром как раз есть бронь свидания. И ну вы представляете, вместо мужского клиента пришла самая настоящая мами. И вот, казалось бы, что может быть хуже? Но кто бы мог подумать, Кадзуя решил перейти на следующую стадию бета-теста и стать с рукой настоящими, то есть супругами. Ладно, вру, не сказано, не сделано. Какие могут быть дальнейшие шаги, если прямо за дверью промелькнули Ичиносы с мами, которые, если что, пришли тупо петь караоке? Ну, вернее, молодая будет петь, а гниль просто слушать. Если без мемов, то весь цимис в том, что вот эти подставные клоунские театральные отношения, которые длятся уже год, тупо ради похвастаться перед друзьями, тотально раздражают завистницу. А что дальше бедолага не знает, гости заведения покинули, выход один: симулировать болезни и бежать вдогонку, пока дамы не утопали слишком далеко. И вот это чудесное сценарное чудо, платоновский, тарантиновский, гоголевский диалог прямо на мосту. Мемы смешные, было весело, правда никому никто не расскажет, пусть будет как будет. А будет беспросветный вопрос прямо в лоб насчет того, как сама маме относится к ГГ. Вопрос, конечно, хороший, даже основания в виде обещания сделать спутницу счастливой имеются. Но куда важнее, а что про ГГ думает сама Чизуру? И представляете, Горемычная вот так ни с того ни с сего заявляет, что вообще-то, между прочим, если что, Кадзуя ее настоящий парень. И он очень хороший, добрый, заботливый, хороший, понимающий, любящий, искренний, молодец, боец, герой всех героев. Вот. Звучит солидно, но все, на что у объекта диалога хватило смелости, так это послезливить, посопливить, послюнявить за углом. Зато вечером на пороге случилось чудотворное, чудесное чудо. Крокодилье луковое горе взял и признался, что никакие никто, ни перспективы и прошлое знакомство его не интересуют, и нужна ему только ГГшка. Да... Ладно. Конечно, все опять свелось в кринжовую шутку. Мол, это все было только про бронирование оплачиваемых часов и ничего более. Кал, кринж, комедия, трагедия, мерзость. Но что еще хуже, такое этого нечто даже анонсирован или уже имеется второй сезон. С новыми действующими лицами, событиями, избытиями, прибытиями, отплытиями, бытиями, бытием, да, со всем этим. И вот, понимаете, главная проблема тайтла даже не в том, насколько все шизоидно, выдумано, это так, полбеды. Настоящий кринж случился на режиссера, которые после появления в сюжете руки тупо забили на развитие повествования. При том, что в первую половину сериала уместили целую тонную тележку важных событий. И это еще с учетом того, что половину сцен, выходящих за грани добра зла мятых пряников, здравого смысла и возрастного рейтинга, я тупо скипал. Ну, либо наоборот, знаете, первую половину челы знатно кринжанули, а потом наконец вспомнили, что их жанр повседневность, и происходить должно ровно ничего. Да, ничего, всех вылечат, подпишут, порекомендуют, пролайкают, прокомментируют, процитируют, препарируют, адаптируют, культивируют, зомбируют, бравируют, импровизируют, стагнируют, деградируют, уют. Ненька. Пока.